Елена Подкаминская. Роль ее ног в стремительной карьере — это, что она станет актрисой, Елена знала с детства. Причем эта мечта появилась в столь раннем возрасте, что сама Елена и не помнит, что именно послужило причиной. Но по-настоящему ощутила себя актрисой она уже во время учебы в театральном институте. Елена работала над ролью глухонемой девушки и в какой-то момент неожиданно почувствовала, что героиня будто бы поселилась в ней самой. Я вдруг поняла, что нашла образ и могу в нем свободно существовать. Я знаю эту девушку, ее пластику, суть, взгляд, ее дыхание. Когда я выходила на сцену, я попадала в свою героиню и ловила сумасшедшие ощущения. Это огромное актерское счастье — быть свободным в том образе, который ты играешь. Наверное, тогда я почувствовала, что могу быть актрисой, вспоминает Елена в интервью. Свою творческую биографию Елена Подкаминская начала в 2001 году в театре сатиры. Причем с неожиданного ввода. Худрук театра Александр Анатольевич Шервинт, посмотрев на Елену Прекрасную, практически сразу ее раздел и дал роль проститутки в трехгрошовой опере. Это нормальное состояние актрисы, которая пришла и приняла первый сценический удар, смеялась позже Подкаминская. А потом в театр в качестве зрителя пришел один из артистов квартета Алексей Барац. И после этого визита сказал Славе Хаиту: «Там неплохие ноги по сцене бегают, давай их возьмем». Так Елена попала в спектакль быстрее, чем кролики, в ходе работы над которым познакомилась с режиссером Димой Дьяченко, который сначала пригласил актрису в фильм «О чем говорят мужчины» и «О чем говорят мужчины 2», а позже, когда Елена уже родила свою первую дочь Полину, Дмитрий предложил сыграть актрисе-стерву в сериале «Кухня». «Я толком даже не понимала, во что вхожу, но как-то вошла», — вспоминает актриса. «Кормила ребенка, снималась, а потом этот проект стал таким прекрасным, всеми любимым и у нас в стране, и, как оказалось, за ее пределами». Так что ноги, как вы понимаете, меня очень выручили. Сегодня у Подкаминской подрастает уже 2 дочери, а сериал даже перекочевал в качестве киноверсии на большой экран. Однако, несмотря на успешную карьеру, Подкаминская уверяет, что для нее на первом месте семья. Полину актриса родила, будучи в браке с бизнесменом Александром Пляцевым. Однако 3 года назад стало известно, что супруги после 9 лет совместной жизни приняли решение расстаться. Об этом сама актриса, чтобы остановить волну кривотолков, рассказала в эфире одной из телепередач. По ее словам, муж стал слишком ревновать ее к работе.
И взвесив все за и против, Елена поняла, работа для нее на данный момент важнее. Скорее даже так, жить рядом с человеком, который не чувствует ее желаний, не разделяет с ней мечтаний, ей не интересно. Поэтому она и приняла решение уйти, как бы тяжело ей это ни было. Тем не менее, после развода Елене удалось сохранить хорошие отношения с Александром. Слава Богу, мы с папой Полины полностью совпали в отношении к ребенку и воспитываем его в любви, в доброте, в доверии к миру и открытости к людям, говорит Елена. Все это в трудной ситуации развода помогло нам полностью исключить перенос на ребенка какого-то негатива, переживания и каких-то отрицательных отношений. И мои новые отношения она приняла по-дружески и очень естественно. В новых отношениях с бизнесменом Денисом Гущиным в августе прошлого года Елена родила второго ребенка, тоже дочь, которую назвали Евой. Причем свою беременность актриса долго скрывала от публики. Как призналась позже Елена, ей хотелось уберечь близких людей от сплетен. К тому же отца будущего малыша не привлекала публичность. И лишь несколько месяцев спустя стало известно, что Подкаминская сыграла свадьбу с отцом Евы, не афишируя этот факт. После рождения второй дочки Подкаминская, как и следовало ожидать, не стала засиживаться дома и практически сразу вышла на работу. Она много играет в театре, да и кинопремьер с ее участием достаточно. Например, третья часть фильма «О чем говорят мужчины». Причем Елена, выйдя из декрета, удивила буквально всех, продемонстрировала точную фигуру и все те же красивые стройные ноги. А вот кое-что лишнее появилось исключительно в правильных местах. Что скрывать, округлости в нужных местах меня, как кормящую маму, очень радует, говорила тогда сама Подкаминская. И хотя актриса винит в своих прекрасных формах исключительно наследственность и тонкую кость, все же признает, что серьезно занимается йогой и тщательно следит за рационом. Например, вместо пирожных в качестве лакомства она может позволить себе один финик и совсем уж редко, яблочный или вишневый штрудель.